Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы вяжем красивый снуд в 2 оборота. Вяжется снуд легко, а выходит очень красивым. Вязать мы будем из такой интересной пряжи Peria Fanatic. Пряжа длинного секционного окрашивания. Производитель Турция. Большой объемный моточек. На 100 грамм здесь 200 метров. В составе мериносовая шерсть, нейлон и акрил. Очень красивый цвет. У меня номер 12. Плавный переход оттенков от бежевого до темно-коричневого. Фактурная нить. Очень интересной необычной скрутки. Пряжа очень мягкая, нежная, совершенно не колючая. Вязать снуд мы будем на спицах номер 8. Обычным способом мы набираем 25 петель. Это количество петель для снуда шириной 20 сантиметров. При наборе туго петли не затягивайте. Количество петель должно быть нечетным. Набрали 25 петель, разворачиваемся. Первую кромочную снимаем. Первый ряд провязываем резинкой 1 на 1. Начинаем с изнаночной петли, вяжем 1 изнаночную, 1 лицевую, 1 изнаночная, 1 лицевая. Все петли в первом ряду провязываем за переднюю стенку, чтобы они не скрещивались. Довязываем ряд до конца резинкой 1 на 1. 1 изнаночная, 1 лицевая. В конце ряда 1 изнаночная и кромочная изнаночная. Второй ряд и все остальные ряды будем вязать следующим образом. Кромочную снимаем, лицевую провязываем не как обычно мы бы провязывали, а спускаемся на ряд ниже, вводим спицу в эту петлю и вытягиваем рабочую нить. Изнаночную провязываем обычной, лицевую на ряд ниже, изнаночную обычную. Лицевые мы вяжем здесь за задние стенки, изнаночные за передние. Лицевую на ряд ниже, изнаночную обычную. Так вяжем до конца ряда. Мы сейчас находимся на лицевой стороне снуда. Мы начинали ряд с лицевой и закончим тоже лицевой. Во всех лицевых рядах кромочные мы будем провязывать лицевыми. Во всех изнаночных рядах кромочные будем вязать изнаночными. Наш узор двусторонний, и для того, чтобы не запутаться, на какой сейчас мы находимся стороне, на лицевой или на изнаночной, и как именно нам провязывать кромочную, на лицевую сторону повесим маркер, который будем смещать выше к вязанию по мере роста длины снуда. Провязали лицевой ряд, переходим на изнаночный и вяжем его точно так же. Кромочную снимаем, изнаночную провязываем обычную, лицевую вяжем на ряд ниже. Изнаночная, лицевая на ряд ниже. Довязываем ряд до конца. В изнаночных рядах кромочную провязываем изнаночной. Вяжем лицевой ряд точно так же. Изнаночные обычные, лицевые на ряд ниже. Кромочную провязываем лицевой. Таким образом, будем вязать на нужную нам длину снуда. Среднестатистическая длина для взрослого варьируется от 120 до 140 сантиметров. Я провяжу 130 сантиметров. Когда у меня закончился моток, я просто начинаю вязание новой нитью. Лучше, чтобы концы нитей были не на кромочных, так как в этом изделии кромочные у нас на виду. Пусть соединение нитей будет где-то в середине полотна. Потом, после того, как провяжу нужную длину изделия, эти кончики закрепляю и прячу в полотне. Я провязала 130 сантиметров, вышло у меня 282 ряда. Мы закончили изнаночным рядом, нить справа, и теперь нам надо сшить начало и конец снуда. Оставляем длинный кончик нити, отрезаем ее, складываем снуд пополам, лицевой стороной к себе. Заканчивать вязание нам надо тем же цветом, что мы и начинали.
Здесь у меня в начале вязания светлая секция, и закончила я тоже светлой секцией. Возьмите две любые прямые спицы. Нам надо перенести наши петли. На одну спицу перенесем кромочные и лицевые, на вторую перенесем изнаночные. Подводим вторую спицу вместе с первой. На одну переносим лицевые петли, на вторую изнаночные. Лицевые на первую спицу, изнаночные на вторую. Переносим так все петли. Последнюю лицевую и кромочную на первую спицу. Сейчас будем работать только с лицевыми петлями. Будем сшивать лицевые петли с первой спицы с лицевыми дорожками на снуде. Первая петля соединительная. Вводим иглу под самую первую кромочную. Протягиваем нить. Далее иглу вводим под кромочную на первой спице и тоже протягиваем нить. Соединили вязание. Теперь иглу вводим под первую лицевую петлю, под обе ее стенки. Вот сюда протягиваем нить. Далее на первой спице будем попарно подхватывать 2 петли. Вводим иглу справа налево в первую петлю, снимаем ее со спицы. Во вторую петлю вводим иглу слева направо и оставляем ее на спице. Протягиваем нить. Далее вводим иглу под следующую лицевую, под следующую дорожку, под обе стенки. Протягиваем нить, чтобы она не зацепилась за спицу. Снова мы на спице вводим иглу справа налево, снимаем петлю, слева направо, петлю оставляем на спице. На снуде вводим иглу под следующую лицевую, под обе стенки. Переходим на петли на спице. Первую петлю справа налево снимаем, слева направо оставляем петлю на спице. Далее снова идем к снуду, вводим иглу под лицевую. Здесь справа налево, слева направо. Таким образом сшиваем все лицевые. У меня здесь последняя пара петель. Одну спицу освободили. Вот что у нас получается. Сейчас еще сошьем изнаночную сторону, и после ВТО шов будет еще незаметнее. Здесь я подцепляю кромочную сверху и переходим на изнаночную сторону. Выворачиваем снуд. Убежавшие петли возвращаем на спицу. Те петли, которые у нас были изнаночными, с изнаночной стороны они тоже лицевые. И мы будем сшивать точно так же. Подцепляем лицевую сверху за обе стенки. И попарно соединяем 2 петли со спицы. Здесь лицевую, здесь 2 петли. Когда мы сшиваем 2 петли со спицы, главное нам их развернуть стенками друг к дружке. Продолжаем сшивать так все петли до конца ряда. В конце нить закрепляем и уводим, пряча по задним стенкам петель в одну сторону и в другую. И вот наш шов с изнаночной стороны и с лицевой. После ВТО еще больше выровняться. Нам осталось спрятать те концы нити, которые остались при соединении мотка. Здесь я делаю небольшой узелок. Не свободный, но и не тугой, чтобы полотно не стянулось. И вот эти концы нити прячу с изнаночной стороны, точно так же уводя по задним стенкам петель в одну сторону и в другую. Снуд наш готов. Маркер снимаю, отправляем его на ВТО. Я стираю в машинке на режиме ручной стирки.
Сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.